Представьте себе классический голливудский детектив. Полиция годами не может поймать банду мелких нарушителей, потому что те виртуозно прячутся в трущобах, не оставляя никаких следов. Шериф разводит руками, детективы пьют остывший кофе, дело заходит в тупик. И тут шерифу приходит в голову гениальная идея. Он вешает на главной площади плакат. Внимание, всем, кто прячется, мы объявляем полную амнистию. Более того, мы выдадим вам красивые ламинированные пропуска, бесплатный обед и признаем вас честными гражданами. Нужно всего лишь прийти в участок, сдать отпечатки пальцев, показать паспорт, назвать свой реальный адрес и имя мамы. Как думаете, что скажет любой здравомыслящий человек на месте этих беглецов? Конечно, он покрутит пальцем у виска и скажет: «Спасибо, шериф, но мы, пожалуй, посидим в подполье. Это ловушка». Но в реальной жизни все работает совершенно иначе. Прямо сейчас в Испании разворачивается именно этот сценарий. Только вместо шерифа выступает Министерство внутренних дел и Минфин, а вместо беглецов почти 1 миллион нелегальных иммигрантов. И они не разбегаются. Они стоят в многотысячных виртуальных очередях, чтобы добровольно сдать государству все, от реального имени до отпечатков пальцев. И вот тут у любого человека с критическим мышлением включается калькулятор паранойи. Подождите, а что если эта великая амнистия 2026 года просто грандиозная перепись? Что если государство сейчас аккуратно соберет все данные, оцифрует их, а ровно через год, когда временный пластик закончится, устроит массовую депортацию по теплым, заранее известным адресам? Логичный вопрос. Еще какой. Звучит как гениальная многоходовочка в стиле Макиавелли. Давайте сегодня снимем розовые очки, выключим политические лозунги, достанем калькулятор и разберемся, что на самом деле стоит за этой реформой. Почему параноики правы лишь наполовину. И в чем заключается настоящий, куда более изящный подвох испанского правительства. Всем привет. Это Алекс Макси, и это канал «Кому что в Испании». Для начала давайте зафиксируем факты, чтобы понимать масштаб драмы. К середине 2026 года в Испании вступил в полную силу новый беспрецедентный регламент по делам иностранцев, регламенту de extranjería. Власти объявили, по сути, самую масштабную легализацию в современной истории страны. Цель, которая транслируется из каждого утюга и на всех левых телеканалах, звучит невероятно благородно. Вывести людей из тени, дать им права, защитить от эксплуатации злобных работодателей и проявить истинный европейский гуманизм. Документы обещают дать почти 1 миллиону человек. Сроки по так называемой оседлости аррайго урезаются, бюрократические круги ада сокращаются, а требования к контрактам смягчаются так, будто экстранхерия превратилась в службу добрых фей. Естественно, в лагере правых политиков тут же началась контролируемая паника. С трибун кричат: «Это конец Испании, мы легализуем всех подряд, к нам поплывут новые лодки, мы раздаем бюджетные деньги». В лагере левых инклюзивный экстаз, слезы умиления и разговоры о равенстве. Но если вы откроете пояснительную записку к этому законопроекту, написанную сухим языком технократов из Министерства экономики, вы не найдете там ни одного слова «гуманизм». Там нет слова «сострадание». Там есть только 3 вещи. Это цифры, графики и налоги. И вот тут мы подходим к первому сопоставлению фактов. Давайте включим нашу машину времени и отмотаем историю немного назад. Испания далеко не новичок в массовых амнистиях нелегалов. Юг Европы вообще относится к этому вопросу гораздо проще, чем условно Германия или Дания. Год 2005. Левое правительство Хосе Луиса Родригеса Сапатеро проводит масштабную легализацию. Тогда документы получили около 700 тысяч человек. Соседние страны Европы, особенно Франция и Германия, были в ярости. Они кричали, что Испания открывает черный ход в Шенген. Но у Сапатеро был железный аргумент. Экономика Испании тогда росла как на дрожжах. Строительный бум требовал сотен тысяч рабочих рук. И государству нужно было срочно обелить этот рынок. До этого были амнистии в 2000 и в 2001 годах. Причем проводили их как левые, так и правые правительства. Например, Хосе Мария Аснар, которого вообще трудно заподозрить в излишней левизне. Почему они это делали? Да по той же причине, по которой казино всегда остается в выигрыше. Государство понимает, если процесс нельзя остановить, его нужно возглавить и обложить налогом. Но вернемся к главному страху 2026 года. А вдруг нас вышлют?
когда мы покажем паспорта. Давайте сопоставим этот страх с сухой логикой государственного бюджета. Представим на секунду, что правы самые жесткие скептики. Правительство Испании – это такой коллективный злодей, который решил собрать адреса миллионов нелегалов, чтобы через год устроить им прощальный круиз на родину. Включаем аналитику и смотрим, почему этот сценарий разбивается о суровую реальность испанской бюрократии. Фактор первый. Цена вопроса. Сколько стоит выслать миллионы человек? Депортация в реальном мире – это не просто выставить человека за дверь и закрыть ее на замок. Это сложнейшая, безумно дорогая юридическая и логистическая процедура. Сначала человека нужно задержать, затем отправить в Centro de Internamiento de Extranjeros. Это такой депортационный центр. Держать его там за счет бюджета, то есть кормить, охранять, оказывать медицинскую помощь. Потом провести через суды. У каждого нелегала есть право на адвоката, часто бесплатного, то есть государственного, который будет месяцами оспаривать решение о высылке. И финальный аккорд – покупка авиабилета. Причем часто не просто регулярного рейса, а организация чартера с конвоем из 2 полицейских на одного депортируемого. Стоимость депортации одного человека может легко доходить до нескольких тысяч евро. А теперь умножьте это на 900 тысяч потенциальных кандидатов. У Испании прямо сейчас есть лишние несколько миллиардов евро в бюджете, чтобы оплатить эту грандиозную авиакомпанию? Нет. Испанский бюджет и так трещит по швам под давлением госдолга и требований Брюсселя об экономии. Фактор второй. Куда высылать? Для того, чтобы депортировать человека, его родная страна должна согласиться его принять. А теперь представьте переговоры Мадрида с условными странами Западной Африки или Латинской Америки. Здравствуйте, мы тут хотим вернуть вам обратно 50 тысяч ваших граждан. Ответ будет предсказуемым. И извините, у нас плохая связь, и вообще мы не уверены, что это наши граждане. До свидания. Без двухсторонних соглашений о реадмиссии, которые подписываются годами и стоят Испании огромных политических и финансовых уступок, никакая массовая депортация физически невозможна. Фактор третий. Экономическое самоубийство. Но главная причина, почему власть не будет никого депортировать через год, кроется в том, о чем мы подробно говорили в прошлом видео. Экономика и демография. Испания стремительно стареет. Собственная рождаемость находится в глубокой коме – 1,16 ребенка на женщину. Пенсионная система Seguridad Social – это огромная финансовая пирамида, которой каждый месяц требуется сотни тысяч новых доноров, платящих взнос, чтобы обеспечивать выплаты растущей армии испанских пенсионеров. Высылать из страны миллион молодых трудоспособных людей, которые готовы работать, это все равно, что зайти в собственный банк, забрать все деньги и сжечь их на парковке. Зачем уничтожать курицу, которая только-только согласилась добровольно зайти в курятник и начать нести золотые яйца в виде налогов? Так что расслабьтесь. Массовых облав по спискам экстранхерии через год не будет. Государству это просто невыгодно. Но это совершенно не значит, что правительство решило заняться благотворительностью. Настоящий подвох этой амнистии куда тоньше, изящнее и циничнее. Теперь давайте снимем слой предвыборной шелухи и посмотрим на то, как устроена механика этой легализации. В чем ее истинный изуитский замысел? Когда нелегал получает этот заветный первый пластик по новой экстраординарной амнистии, радоваться рано. Ему дают документ всего на 1 год. Это не гражданство, это даже не постоянный вид на жительство. Это, выражаясь языком корпоративного бизнеса, испытательный срок. Государство говорит тебе: вот тебе демо-версия легальной жизни. Пользуйся. А теперь следите за руками. Что происходит через 12 месяцев? Через год этот заветный пластик превращается в тыкву. И чтобы его продлить, человек уже не может воспользоваться амнистией. Амнистия – штука одноразовая. Через год он обязан продлевать ВНЖ по обычным стандартам и весьма суровым правилам испанского законодательства. А что требуют эти стандартные правила? Первое. Чистые отчисления в Seguridad Social. Ты должен доказать, что этот год не просто сидел на пляже в Торревьехе, а отработал минимально необходимое количество дней и часов.
Второе. Действующий контракт на будущее. Твой работодатель должен подтвердить, что он по-прежнему готов держать тебя в штате и платить за тебя взносы. Третье. Идеальная налоговая и криминальная история. Никаких штрафов, никаких проблем с полицией, никаких уклонений. И вот тут закрывается капкан гениального государственного менеджмента. Подумайте, как изящно. Раньше нелегал мог работать в черную, получать кэш на руки, менять хозяев как перчатки и плевать на графики отчислений. Он был невидимкой. Теперь, получив документы на год, он попадает в тотальную зависимость. Он зависит от работодателя, потому что если тот его уволит, через год ВНЖ не продлят. Он зависит от малейшего чиха налоговой. Он обязан пахать в белую, соглашаться на те условия и ту минимальную зарплату, которую ему предложат, и исправно отдавать государству долю с каждого заработанного евро. И если человек через год не справляется с этим марафоном, потерял работу, не нашел новый контракт, не добрал часы отчислений, его статус аннулируется автоматически. Системе даже не нужно его депортировать. Он просто сам тихо и без шума вылетает обратно в нелегальное поле, потеряв право на продление. Но его налоги за этот год уже остались в испанской казне, и его пенсионные отчисления уже ушли на выплаты какому-нибудь Дону Педро в Астурии. Давайте проведем финальное сопоставление интересов участников этой грандиозной пьесы под названием «Реформа экстранхерии-2026». Сторона первая. Крупный бизнес и агросектор. Они в тотальном восторге. Теплицы Альмерии, отели Майорки и строительные компании Мадрида получают колоссальный приток легальной, но при этом максимально послушной и дешевой рабочей силы. Эти люди не будут устраивать забастовки и требовать 4-дневную рабочую неделю, как коренные испанцы. Им нужно продлевать ВНЖ через год. Они будут работать столько, сколько скажут. Сторона номер 2. Министерство финансов и пенсионный фонд. Они тоже потирают руки. Почти 1 миллион человек, которые раньше покупали товары без контракта и крутили наличку, теперь оформляют банковские карты, платят подоходный налог, ИРПФ и взносы в Seguridad-Social. Баланс пенсионной системы на бумаге снова выглядит презентабельно для отчетов перед Еврокомиссией. Сторона третья. Сами мигранты. Для них это, безусловно, шанс выйти из подполья, перестать бояться полиции на улицах и получить доступ к нормальной медицине и начать жить как люди. Но за этот шанс государство выставляет им жесткий счет в виде тотального цифрового контроля и обязательства бесперебойно работать на благо испанской короны. Так что, возвращаясь к нашему вопросу из начала видео, ловушка это или нет? Это не ловушка в стиле «мы вас поймаем и вышлем». Это ловушка в стиле «добро пожаловать в систему». Государство сыграло в долгую. Оно не стало тратить деньги на репрессии, оно просто монетизировало человеческое желание жить легально. Чиновники провели самую успешную и дешевую перепись рабочей силы в истории страны, попутно заставив эту рабочую силу оплачивать свое собственное пребывание здесь через налоги. Цинично? Абсолютно. Эффективно? Блестяще. Капитализм в чистом виде, завернутый в красивую обертку европейского гуманизма. А как вы считаете, такая стратегия правительства – это честный обмен, мы вам документы, вы нам налоги и дисциплину, или скрытая эксплуатация людей, которых загнали в жесткие рамки зависимости от контрактов? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Нам важна логика, а не лозунги. Это был Алекс Макси и канал «Кому что в Испании». Подписывайтесь, ставьте лайки, включайте уведомления, чтобы не пропустить наши юридические и экономические разборы. До встречи в следующих выпусках. Пока.